На днях небольшой городок Артем, что в Приморском крае, попал в новостные сводки. В одном из жилых комплексов на парковке вспыхнул конфликт. Не получив места для своей машины, мигрант из Узбекистана заблокировал въезд другим автомобилям. И это только один такой случай из множества. Об этом и о том, что вообще у нас происходит с незаменимыми специалистами из Узбекистана, мы и расскажем в этом выпуске. Просьба поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Начнем с истории с парковкой. На просьбу освободить путь мигрант отреагировал оскорблениями в адрес русских. Он выкрикивал нецензурные слова, угрожая сексуальными надругательствами и обвиняя русских в нацизме. Он оскорблял всех без исключения. Ответить грубой силой никто не решился. Один мужчина лишь посмеивался и терпел все оскорбления. В итоге стороны разошлись с намерением обратиться в полицию с заявлениями. Сегодня появилась приятная новость. Тот самый герой уже находится в полицейском участке, но выглядит значительно более смиренным. Говорят, что уму-разуму его научили свои же соотечественники. Однако неизвестно точно, это могли быть и те, кого он оскорбил. Профилактическими мерами дело не ограничилось. Сейчас он находится в Следственном комитете, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также появились кадры задержанных узбеков, которые вчетвером избили русского парня в Рязани и напали на помогающего прохожего. На видео один из нелегалов оправдывает свое поведение пьянством, умоляет о прощении у русского народа и признает свою вину. Он надеется на скорое завершение общения с правоохранителями и обещает немедленно вернуться на родину. Отдельно усмиренный мигрант просит своих земляков воздерживаться от неподобающего поведения в России. Жаль только, что большинство понимает это лишь после встречи с силовиками. Обнародована также фотография еще одного нелегала, участвовавшего в избиении, стоящего на коленях. Известно, что главный фигурант видео пребывал в России незаконно. Пока неизвестно, будут ли депортированы его соучастники. В конце июня в Москве произошел резонансный случай. Мигрант едва не задавил сразу двух девушек на пешеходном переходе, обматерил их, оскорблял, а после напал на сотрудника полиции. В итоге нервного специалиста задержали, он долго извинялся, однако его это не спасло от максимально возможного наказания. История могла так и остаться незамеченной, особенно на фоне других. Вряд ли это прям большая редкость, однако момент, когда мигрант оскорблял русских девушек, пытаясь выставить их виновными, заметил сотрудник полиции. Он показал удостоверение и потребовал документы водителя. В ответ был послан с использованием нецензурной лексики, а после и вовсе мигрант достал отвертку, несколько раз замахнулся ей на полицейского и еще раз нецензурно выразился. На что рассчитывал ценный специалист, непонятно, но сразу же после этого он был задержан и доставлен в отдел полиции, где ему сообщили, что его ждет выдворение из России. После этой новости он на камеру принес слезные извинения. От выдворения это его не спасло. Поскольку своей отверткой он не нанес никому вреда, уголовное дело не возбудили, однако и оставлять в России его не стали, мало ли, что он решит учудить в следующий раз. А на этих кадрах видно, как задержанный узбек пытается продуть, но у него это не получается. «Ты кто, редиска или узбек? Может, он русский?» Пытается шутить невменяемый. Это к вопросу о том, что приезжие, в отличие от русских, чистые и алкоголем не злоупотребляют. Следующая история также связана с выходцем из Узбекистана. По сообщениям СМИ, уроженец этой страны организовал в Приморском крае преступную группировку, которая способствовала незаконной миграции иностранцев. Мурод Вихидов, выходец из Узбекистана, совместно с другими лицами, начиная с мая 2021 года, организовали незаконную регистрацию иностранных граждан на территории России. В документах, которые предоставлялись участниками группы для регистрации, содержались ложные сведения о месте проживания. Офис, где подозреваемый предлагал свои услуги мигрантам, располагался в торговом центре на Луговой улице, как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю. Двое других лиц были также задержаны за участие в этой деятельности. Они отвечали за поиск жилья для мигрантов и составление фиктивных договоров аренды, чтобы поставить их на учет. За время существования этой группировки было незаконно легализовано более 1000 мигрантов. Между тем, полиция в Приморье прекратила деятельность группы организаторов незаконной миграции. Выяснилось, что 45-летний генеральный директор и 3 его сотрудников, 2 женщины и мужчина, действуя от имени коммерческой организации. За денежное вознаграждение осуществляли фиктивную регистрацию иностранцев с последующим оформлением патента на работу. Это давало иностранным гражданам право находиться на территории РФ свыше 90 суток.
Члены группы также предлагали услуги по выдаче сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ без сдачи соответствующих экзаменов иностранцами. В офисе организации и по адресам участников группировки были изъяты документы, средства связи и более 30 миллионов рублей наличными. Следователям следственной части управления МВД по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Генеральный директор организации задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Одной из соучастниц назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, а двоих других членов группы отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом. Власти Приморья недавно пригласили туристов из Узбекистана и предложили узбекскому бизнесу развивать Хасанский район. Председатель правительства Приморского края Вера Щербина, похоже, увлеклась восточными сказками. Она провела встречу с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Эркином Хамраевым и чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в РФ Батиржоном Асадовым в пятницу, 21 июня. Вера Щербина предложила рассмотреть возможность открытия торгового дома Республики Узбекистан в Приморье и пригласить узбекские компании для участия в международных мероприятиях. Наверное, многим понятно, каким последствиям может привести привлечение узбекского бизнеса для коренных жителей Приморья и какой характер будет носить этот бизнес. Новостные ленты полны сообщений о происшествиях с участием граждан Узбекистана. Стоит напомнить о нападении на сотрудницу телеканала Матч ТВ, которое также было совершено выходцами из этой страны. Как видно, граждане Узбекистана уже давно занимают лидирующую позицию по числу преступлений, совершаемых в России иностранцами. Вот какие комментарии оставляют пользователи в социальных сетях в отношении к приезжим. Нынешняя власть весь криминал собрала со всего постсоветского пространства. Зато руководители бывших советских республик довольны, у них резко снизилось количество преступлений, пишет Иван. А если я извинюсь, меня тоже отпустят? Почему у нас двойные законы? Одни для мигрантов, другие для россиян? Задается вопросом Юрий. А как вообще к нам нелегалы попадают? Кто-то же должен ответственность за этих нелюдей нести, пишет Елена. Их высылать нужно не по одному, а сотнями за раз. У каждого второго есть за что, стоит только хорошо проверить, считает Андрей. Они уже привыкли. Извинился на камеру и свободен. Поэтому они и творят, что хотят. Ведь это у них самое страшное наказание. И этих отпустят, если не сразу, то через 2 месяца, комментирует Игорь. Получается, что в нашу страну может приехать незаконно кто угодно. Это что за страна такая стала? Если государство не в состоянии закрыть свои границы и защитить свой народ от нашествия иностранцев и не может заставить их соблюдать российские законы, значит, государство не обладает суверенитетом, возмущается Павел. А что насчет этого всего думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!